Урок 1. Кандидаты на выборах. По мере приближения выборов среди народа появился кандидат, пользующийся большой популярностью. Да, интересно, как они могут влиять на общественное мнение во время предвыборных кампаний. Ведущие республиканцы беспокоились о том, кого поддержать по мере приближения праймериз. Это правда. Им часто нужно сплотиться вокруг кого-то, кто сможет объединить партию. Точно. Найти кандидата, пользующегося широкой популярностью, может оказаться довольно сложной задачей. Особенно в условиях разделенного политического климата крайне важно делать мудрый выбор. Мне любопытно посмотреть, как пройдут эти выборы и как они повлияют на будущую политику. Я тоже. Каждые выборы существенно определяют направление развития страны. Давайте будем в курсе событий о кандидатах и их платформах по мере продвижения. Урок 2. Ориентиры. Вы когда-нибудь замечали, сколько интересных достопримечательностей встречается на нашем пути? Да, я люблю открывать для себя новые места во время прогулок. Как вы думаете, что мы можем увидеть? Есть старая башня с часами, которой уже много лет. Это довольно знаково. О, я это видел. Это такая красивая структура. Что еще есть? Сразу после этого мы пройдем мимо необычного маленького кафе, известного своей выпечкой. Выпечка звучит заманчиво. У них есть место для отдыха на открытом воздухе. Да, они делают. Это прекрасное место, чтобы расслабиться и насладиться видом. Возможно, в следующий раз я захочу выпить там кофе. Есть еще какие-нибудь достопримечательности? Обязательно по пути мы также увидим потрясающий парк со скульптурами. Урок 3. Запрос стоимости такси. Я вижу, что рядом есть стоянка такси, есть фиксированная плата за такси до аэропорта. Да, обычно существует фиксированная цена, что облегчает путешественникам задачу. Приятно это знать. Это поможет избежать каких-либо сюрпризов по прибытии. Точно, фиксированный тариф обеспечивает душевное спокойствие, особенно когда вы спешите. Я согласен. На одну вещь меньше, о чем стоит беспокоиться во время путешествия. Кроме того, это удобно для планирования расходов на поездку заранее. Конечно. Давайте уточним у водителя стоимость проезда перед отъездом. Это звучит как надежный план. Я рад, что мы проявляем инициативу в этом вопросе. Абсолютно. Оставаясь в курсе, путешествие всегда становится более комфортным. Урок 4. Планы путешествий. Когда вы планируете путешествовать? Я хотел бы уехать в 8 июля. Для меня это идеальное время. Звучит красиво. Вы уже начали готовиться. Да, я забронировал рейс и сейчас ищу жилье. Замечательно. Поиск хорошего места для проживания может действительно улучшить ваш опыт. Точно. И я хочу убедиться, что это удобно и удобно расположено. Планируете ли вы осмотреть какие-либо конкретные достопримечательности по прибытии? Определенно. У меня есть список мест, которые я хочу посетить и чем заняться. Похоже, вы готовы к удивительному приключению. Урок 5. Управление стрессом. Времена стресса могут быть трудными. Это имеет решающее значение для общего благополучия. Абсолютно.
Управление стрессом имеет важное значение для поддержания здорового образа жизни. Как насчет методов управления стрессом? Вы нашли что-нибудь, что работает хорошо? Да, я регулярно практикую упражнения на осознанность и глубокое дыхание. Звучит эффектно. Я слышал, что медитация также может быть полезна для снятия стресса. Определенно. Это помогает очистить разум и восстановить концентрацию. Мне следует попробовать включить некоторые из этих техник в свой распорядок дня. Я очень рекомендую это. Это может существенно изменить ваше самочувствие. Я с нетерпением жду возможности изучить новые способы лучше справляться со стрессом. Урок 6. Лодки с паровым двигателем. Большой популярностью пользовались пароходные лодки с большими грибными колесами, толкавшими лодку вперед. Да, они были значительным достижением в области транспорта до того, как автомобили стали обычным явлением. Точно. Они произвели революцию в путешествии по рекам и озерам, сделав его намного быстрее. Я могу себе представить, как волнительно было тогда путешествовать на этих лодках. Абсолютно. Опыт плавания по воде должно быть бы захватывающим. И они сыграли решающую роль в торговле и коммерции в свое время. Да, интересно наблюдать, как технологии формируют наши виды транспорта. Давайте узнаем больше об истории этих лодок. Звучит захватывающе. С удовольствием. Всегда интересно погружаться в инновации прошлого. Урок 7. Сотрудничество с отделом продаж. Да, я сотрудничал с отделом продаж над недавним проектом. Это звучит интересно. Какие навыки вы приобрели в результате этого опыта? Я узнал много нового об общении и командной работе, которые имеют решающее значение в продажах. Абсолютно. Работа в команде действительно может улучшить способность решать проблемы. Да, и это научило меня важности адаптации к различным ситуациям. Я могу себе представить. Гибкость является ключевым моментом в работе над достижением общей цели. Я также получил представление об отношениях с клиентами и о том, как эффективно взаимодействовать с ними. Замечательно. Эти навыки обязательно пригодятся в ваших будущих начинаниях. Я с нетерпением жду возможности применить полученные знания в будущих проектах. Урок 8. Предварительное бронирование. Всегда безопаснее бронировать заранее, особенно в выходные дни. Я полностью согласен. Это поможет избежать сюрпризов и разочарований в последнюю минуту. Точно. Многие места быстро заполняются, особенно в дни пик. Да, и заблаговременное получение места дает вам душевное спокойствие. Кроме того, вы можете даже найти более выгодное предложение, если забронируете заранее. Это правда. Это беспроигрышная ситуация как для вашего кошелька, так и для вашего графика. Планируются ли у вас предстоящие поездки, куда нужно бронировать заранее? Я скоро подумываю о поездке на выходные, так что обязательно учту это. Большой. Давайте обязательно спланируем все заранее, чтобы максимизировать наш опыт. Урок 9. Незабываемые моменты. Мисс Великолепно. Давайте позаботимся о том, чтобы насладиться каждым моментом этого незабываемого путешествия. Абсолютно.
Я хочу впитать каждый опыт и оставить незабываемые воспоминания. Да, важно ценить мелочи на этом пути. Я полностью согласен. Иногда именно эти маленькие моменты значат больше всего. Точно. Будь то красивый закат или вкусная еда, давайте ценить все это. Я обязательно сделаю много фотографий на память о наших приключениях. Это звучит идеально. Фотографии– отличный способ пережить эти моменты позже. Я не могу дождаться. Эта поездка станет чем-то особенным для нас обоих. Давайте сделаем это путешествие незабываемым на всю жизнь. Урок 10. Привычки в социальных сетях. Абсолютно. Это стало довольно захватывающим. Я ловлю себя на том, что бездумно прокручиваю страницы часами. И я знаю, что ты имеешь в виду. Во время просмотра легко потерять счет времени. Да, и иногда я задаюсь вопросом, насколько это действительно полезно. Точно. Такое количество доступной информации может быть ошеломляющим. Я пытаюсь ограничить время, проводимое перед экраном, и сосредоточиться на более продуктивной деятельности. Это отличная идея. Поиск баланса имеет решающее значение в современном цифровом мире. Да, я думаю, что установка определенного времени для социальных сетей может помочь. Определенно. Давайте будем требовать друг от друга ответственности, чтобы сделать лучший выбор. Я согласен с этим. Вместе мы можем создать более здоровые привычки. Урок 11. Поездки по живописным местам. Проезжать по пробкам и многополосным шоссе мимо виноградных лоз и персиковых деревьев так красиво. Это действительно так. Эти живописные маршруты могут сделать любое путешествие особенным. Да, пейзажи захватывают дух и дополняют общее впечатление от путешествия. Мне нравится, как природа может превратить простую поездку в приключение. Точно. Это как небольшой побег от шума и суеты городской жизни. Я бы хотел совершить поездку по этим местам и остановиться на местных фермах. Это звучит как фантастическая идея. Свежие фрукты и красивые виды– идеальное сочетание. Давайте в ближайшее время спланируем поездку на выходные, чтобы исследовать эти живописные маршруты. Я не могу дождаться. Это будет восхитительный способ насладиться природой вместе. Урок 12. Закуски в дорогу. Можете ли вы принести с собой закуски и напитки для нашей прогулки? Конечно, я обязательно принесу нам чипсов и газировки. Это звучит идеально. Закуски всегда делают поездку приятнее. Я согласен. Наличие чего-то, что можно жевать, сохраняет нашу энергию. Да, и приятно иметь под рукой прохладительные напитки, пока мы в отъезде. Я также добавлю немного фруктов для более здорового варианта. Отличная идея. Разнообразие закусок сделает блюдо интересным. Я взволнован. Давайте сделаем эту прогулку веселым и вкусным приключением. Абсолютно. Хорошая еда всегда усиливает впечатление. Урок 13. Забота о других. Когда мы больны, она как повар готовит для нас еду. Это так мило. Когда кто-то заботится о тебе, когда ты нездоров, это утешает. Да, это действительно показывает, как сильно она любит и поддерживает нас в трудные времена.
Точно. Приятно иметь человека, который находит время, чтобы заботиться о других. И она всегда говорит, что уборка дома– это тоже ее способ проявить заботу. Это чудесные отношения. Создание чистого пространства действительно может помочь поднять настроение. Я согласен. Удивительно, насколько опрятная обстановка может повлиять на наше самочувствие. Давайте не забывать ценить тех, кто так заботливо о нас заботится. Определенно. Важно выразить благодарность за их доброту. Урок 14. Исторические обвинения. Подобное обвинение было предъявлено американской корпорацией впервые. Да, и это было связано со смертью нескольких человек, что было шокирующим. Удивительно, как юридические действия могут повлиять на корпоративную ответственность. Абсолютно. Этот случай может создать значительный прецедент для будущих действий. Да, это подчеркивает важность подотчетности в деловой практике. Интересно, как это повлияет на общественное восприятие вовлеченной компании. Вероятно, это вызовет много дискуссий и споров в СМИ. Конечно. Давайте посмотрим, как эта история будет развиваться с течением времени. Определенно, это решающий момент в корпоративной этике и праве. Урок 15. Воспоминания на чердаке. Больше всего мне нравилось разбирать старый сундук, который стоял у нее на чердаке. Это звучит интригующе. Что ты там нашел? Я обнаружил несколько старых фотографий и писем, которые вернули мне столько воспоминаний. Какая ностальгия. Должно быть, это было похоже на путешествие по переулку воспоминаний. Это действительно было. Каждый предмет имел свою историю и историю. Мне нравится, как предметы могут иметь такое эмоциональное значение. Да, это заставляет ценить прошлое и людей, которые были его частью. Давайте составим план, как когда-нибудь разобрать наши семейные сувениры. Мне бы это понравилось. Это был бы значимый способ соединиться с нашими корнями. Урок 16. Планы обеда. Замечательно. Стоит ли нам принести обед, или ты знаешь поблизости хорошие рестораны? Я знаю несколько хороших мест, которые мы могли бы посетить. Но если взять с собой обед, это сэкономит Истинный. время. Если мы возьмем с собой обед, мы сможем насладиться им, где бы мы ни находились. Да, но было бы неплохо попробовать и что-нибудь местное. Я согласен. Давайте определимся, исходя из нашего расписания на день. Как насчет того, чтобы принести закуски и выбрать обед, когда мы уйдем? Это звучит как надежный план. Таким образом, мы имеем лучшее из обоих миров. Я взволнован. Хорошая еда всегда делает прогулки более приятными. Абсолютно. Давайте сделаем этот день восхитительным приключением. Урок 17 Ной. Навигация в реальности. Да, это правда. В наши дни сложно определить, какие новости настоящие, а какие фиковые. Абсолютно. Медиаландшафт стал настолько сложным и запутанным. Крайне важно проверить информацию, прежде чем принять ее за истину. Я согласен. В эпоху цифровых технологий критическое мышление важнее, чем когда-либо. Да, доверие надежным источникам может помочь нам избежать дезинформации.
И я часто перепроверю факты из разных источников, прежде чем сформировать мнение. Это разумный подход. Это помогает оставаться в курсе и быть в курсе. Давайте продолжим обсуждение этих вопросов. Важно оставаться вовлеченным. Определенно. Вместе мы можем способствовать лучшему пониманию и осведомленности. Урок 18. Изготовление свечей. Это звучит прекрасно. Нужно ли какое-то специальное оборудование для изготовления свечей? Да, вам понадобится несколько основных материалов, таких как воск, фитили и формы. Я понимаю. Приятно осознавать, что для начала мне понадобятся некоторые конкретные предметы. Абсолютно. Часто можно найти наборы для изготовления свечей, в которые входят все необходимые. Это облегчает задачу таким новичкам, как я. Это сложный процесс. Нисколько. Как только вы освоитесь, это может быть весьма приятным и расслабляющим занятием. Я очень хочу попробовать. Мне нравится идея создания ароматических свечей своими руками. Вам будет очень весело. Кроме того, они станут отличным подарком для друзей и семьи. Давайте в ближайшее время запланируем сеанс изготовления свечей. Не могу дождаться, чтобы начать. Урок 19. Бюджет путешествия. Планировали ли вы бюджет, делая покупки для поездки? Да, у меня была приблизительная оценка, поэтому я не тратил слишком много на ненужные вещи. Это умно. Соблюдение бюджета действительно может помочь вам управлять своими финансами. Абсолютно. Слишком легко увлечься, когда есть так много вариантов. Я согласен. Предварительное планирование гарантирует, что вы сможете насладиться поездкой без финансового стресса. Точно. Я всегда откладываю определенную сумму на мероприятия и сувениры. Это отличная стратегия. Это позволяет немного потратиться, не чувствуя вины. Да, и это помогает мне расставить приоритеты в том, что я действительно хочу испытать в поездке. Давайте иметь это в виду, готовясь к следующему отпуску. Урок 20. Управление стрессом. Периоды стресса имеют решающее значение для общего благополучия. Мы должны управлять им эффективно. Абсолютно. А как насчет методов управления стрессом, которые вы считаете полезными? Я начал регулярно практиковать осознанность и упражнения на глубокое дыхание. Звучит эффектно. Я слышал, что медитация также может быть очень полезной. Да, это действительно помогает очистить разум и уменьшить беспокойство. Я должен попробовать это. В нашей напряженной жизни очень важно найти способы расслабиться. Определенно. Это может существенно повлиять на то, как мы справляемся с проблемами. Давайте возьмем на себя обязательство включить методы управления стрессом в нашу повседневную жизнь. Я на борту. Вместе мы сможем поддержать друг друга на этом пути. Урок 21. История транспорта. Большой популярностью пользовались пароходные лодки с большими грибными колесами, толкавшими лодку вперед. Да, они были значительным достижением в области транспорта до того, как автомобили стали обычным явлением. Точно. Они произвели революцию в путешествии по рекам и озерам, сделав его намного быстрее. Я могу себе представить, как волнительно было тогда путешествовать на этих лодках. Абсолютно. Опыт плавания по воде должно быть был захватывающим.
и они сыграли решающую роль в торговле и коммерции в свое время. Да, интересно наблюдать, как технологии формируют наши виды транспорта. Давайте узнаем больше об истории этих лодок. Звучит захватывающе. С удовольствием. Всегда интересно погружаться в инновации прошлого. Урок 22. Опыт совместной работы. Да, я сотрудничал с отделом продаж над недавним проектом. Это звучит интересно. Какие навыки вы приобрели в результате этого опыта? Я узнал много нового об общении и командной работе, которые имеют решающее значение в продажах. Абсолютно. Работа в команде действительно может улучшить способность решать проблемы. Да, и это научило меня важности адаптации к различным ситуациям. Я могу себе представить. Гибкость является ключевым моментом в работе над достижением общей цели. Я также получил представление об отношениях с клиентами и о том, как эффективно взаимодействовать с ними. Замечательно. Эти навыки обязательно пригодятся в ваших будущих начинаниях. Я с нетерпением жду возможности применить полученные знания в будущих проектах. Урок 23. Заказ такси. Я вижу, что рядом есть стоянка такси, есть ли фиксированная плата за такси до аэропорта. Да, обычно существует фиксированная цена, что облегчает путешественникам задачу. Приятно это знать. Это поможет избежать каких-либо сюрпризов по прибытии. Точно. Фиксированный тариф обеспечивает душевное спокойствие, особенно когда вы спешите. Я согласен. На одну вещь меньше, о чем стоит беспокоиться во время путешествия. Кроме того, это удобно для планирования расходов на поездку заранее. Конечно. Давайте уточним у водителя стоимость проезда перед отъездом. Это звучит как надежный план. Я рад, что мы проявляем инициативу в этом вопросе. Абсолютно. Оставаясь в курсе, путешествие всегда становится более комфортным. Урок 24. Даты путешествия. Когда вы планируете путешествовать? Я хотел бы уехать в 8 июля. Для меня это идеальное время. Звучит красиво. Вы уже начали готовиться. Да, я забронировал рейс и сейчас ищу жилье. Замечательно. Поиск хорошего места для проживания может действительно улучшить ваш опыт. Точно. Я хочу убедиться, что это удобно и удобно расположено. Планируете ли вы осмотреть какие-либо конкретные достопримечательности по прибытии? Определенно. У меня есть список мест, которые я хочу посетить и чем заняться. Похоже, вы готовы к удивительному приключению. Урок 25.0. Сотрудничество с отделом продаж. Да, я сотрудничал с отделом продаж над недавним проектом. Это звучит интересно. Какие навыки вы приобрели в результате этого опыта? Я узнал много нового об общении и командной работе, которые имеют решающее значение в продажах. Абсолютно. Работа в команде действительно может улучшить способность решать проблемы. Да, и это научило меня важности адаптации к различным ситуациям. Я могу себе представить. Гибкость является ключевым моментом в работе над достижением общей цели.
Я также получил представление об отношениях с клиентами и о том, как эффективно взаимодействовать с ними. Замечательно. Эти навыки обязательно пригодятся в ваших будущих начинаниях. Я с нетерпением жду возможности применить полученные знания в будущих проектах. Урок 26. Утренняя помощь. Доброе утро. Надеюсь, ты готов к предстоящему напряженному дню. Мне нужна твоя помощь сегодня в чем-то важном. Доброе утро. Конечно, я весь в ушах. В чем вам нужна помощь? У меня есть проект, который требует некоторых исследований, и я думаю, что ваши идеи будут неоценимы. Я хотел бы помочь. А чем проект? Речь идет о взаимодействии с сообществом и о том, как мы можем улучшить местные инициативы. Это звучит увлекательно. Мы можем вместе поразмышлять над некоторыми идеями. Точно. Я считаю, что мы можем предложить некоторые инновационные решения. Начнем с того, что мы уже знаем о сообществе. Верно. Мы должны сосредоточиться на их потребностях и на том, как мы можем эффективно их удовлетворить. Урок 27. Ежедневные связи. Жизнь иногда может показаться подавляющей, не так ли? Абсолютно. Трудно представить день без наших маленьких рутинных дел, которые помогают нам сохранять равновесие. Именно эти повседневные дела могут быть утешающими в их знакомстве. Они действительно помогают нам сохранять ощущение нормальности среди хаоса. Без какой рутины вы не можете жить? Я бы сказал, мой утренний кофе. Это задает тон моему дню. Я полностью согласен. Это как маленький ритуал, который приносит радость. Да, и это дает мне энергию, необходимую для решения предстоящих задач. Говоря о задачах, у вас запланирован напряженный день. Урок 28. Размышления о счастье. Вы когда-нибудь задумывались о том, была бы она счастливее? Да, это заставляющий задуматься вопрос, касающийся жизненного выбора. Эта история показывает, как на маленьких детей может сильно влиять окружающая их среда. Душераздирающе осознавать, что иногда у них нет голоса. Именно так, и мы несем ответственность за то, чтобы они были услышаны. Мы должны выступать за их счастье и благополучие. Да, и осведомленность– это первый шаг к переменам. Абсолютно. Мы можем начать с того, что поделимся их историями с другими. Это могло бы вдохновить их на действие и поддержку. Урок 29. Оставайтесь на связи. Я пытался связаться с домом посредством видеозвонков. Это хорошая идея. Это действительно помогает сократить расстояние. Мне приятно видеть знакомые лица даже через экран. Это делает разлуку немного менее подавляющей. Есть ли у вас какие-либо другие предложения, как оставаться на связи? Как насчет отправки писем или открыток? Они добавляют индивидуальности. Мне нравится эта идея. Было бы так много значить получить что-то осязаемое. Плюс это отличный способ поделиться опытом в другом формате. Точно. Это кажется более душевным, чем просто короткое сообщение. Урок 30. Новые начинания. Постели тоже надо поменять. Им нужно положить на них чистые простыни. Абсолютно.
Свежие простыни могут существенно улучшить комфорт. Это одно из тех простых удовольствий, которые мы часто упускаем из виду. Да, но это действительно способствует созданию мирной обстановки. Я считаю, что чистое пространство также помогает очистить мой разум. Я тоже. Удивительно, как сильно на нас влияет наше окружение. Давайте составим список всех дел, которые нам нужно выполнить сегодня. Отличная идея. Таким образом, мы можем оставаться организованными и эффективными. Я займусь стиркой, а ты позаботишься о кроватях. Урок 31. Осознанное дыхание. Верните свое внимание к дыханию. Это отличный способ сосредоточиться. Хорошо, я попробую. Как долго мне следует это делать? Всего несколько минут, чтобы начать. Это действительно может помочь успокоить ваш разум. Это звучит управляемо. Я часто забываю уделить минутку себе. Легко увлечься суетой жизни. Да, но я думаю, что включение этого действительно поможет. Определенно. Это маленькая практика, которая может принести большие результаты. Я постараюсь сделать это повседневной привычкой. Оно того стоит. Этот долг. Вы обнаружите, что это улучшает ваше общее самочувствие. Урок 32. Новые рутины. Я обязательно попробую. Это звучит как хорошее дополнение к моей рутине. Это правильное отношение. Пробовать что-то новое может быть освежающим. В последнее время мне хотелось немного встряхнуть ситуацию. Замечательно выйти за пределы своей зоны комфорта. Не правда ли? Да, это может привести к неожиданному росту и возможностям. Кроме того, это делает жизнь интересной и полной сюрпризов. Точно. Что нового вы хотели бы попробовать? Я подумывал о том, чтобы начать новую программу тренировок. Это звучит захватывающе. Физическая активность очень полезна. Урок 33. Исследование мест. Что касается вас, я обычно остаюсь примерно на 10 дней, чтобы полностью ощутить это место. Это большой срок. Это позволяет провести более глубокое исследование. Точно. Достаточно, чтобы погрузиться в местную культуру. Я согласен. Спешка по местам часто означает упущение сути. Что вам больше всего нравится в путешествии? Я люблю пробовать новую еду и знакомиться с местными жителями. Этот опыт часто оставляет неизгладимые воспоминания. Они действительно делают. Это замечательно. Общаться с разными культурами. Я не могу дождаться нашего следующего совместного приключения. Урок 34. Рост электронной коммерции. На мировом рынке развитие электронной коммерции, безусловно, изменило то, как мы совершаем покупки. Это действительно так. И интернет-магазины предлагают массу удобств. Да, потребители могут найти практически все под рукой. И это также меняет правила игры для бизнеса. Определенно, многие малые предприятия процветают в интернете. Интересно видеть, как технологии открывают новые двери. Однако это также означает усиление конкуренции на рынке. Это правда, но инновации могут помочь бизнесу выделиться. Точно. Адаптация к потребностям потребителей является ключом к успеху.